Друзья, всем огромный привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Добро пожаловать в Катар! И сегодня в составе обзорной экскурсии мы посмотрим основные достопримечательности столицы Катара, города Доха. Наш отель в Катаре виднеется отовсюду. Называется Шаза. И вы не поверите, несмотря на большое количество комнат, мы еле смогли забронировать для себя здесь апартаменты, потому что сейчас высокий сезон. Наш отель находится буквально в 500 метрах от исторического центра, там, где находится рынок и другие достопримечательности интересные. В Доху, столицу Катара, мы приехали из Бахрейна на самолете с пересадкой в Дубае. Есть и прямые рейсы, конечно же, но мы покупали все в последний момент, поэтому пришлось брать с пересадкой. Прошла внутрь отеля. На первом этаже вас принимает багаж. Также здесь находятся лифты. Здесь на лифте можно подняться до ресепшена. Снимаю осторожно, потому что здесь другие гости, а снимать их нельзя. Здесь очень красивая, элегантная лестница. По ней также можно подняться на ресепшн. Давайте вместе с вами поднимемся по этой элегантной лестнице. Здесь играет национальная музыка. Снова убираю камеру, потому что мне сразу же машут рукой, что не снимайте. Я думаю, что за музыка здесь играет. Здесь очень красивая зона в сине-белых оттенках. Здесь очень много красивых деталей, статуэток, подобранных богами этой комнаты отдыха. Также за дополнительную плату здесь можно перекусить различными десертами, маффином, круассаном, попить чаю. Отсюда проходим на ресепшн. Быстро оформят, заселят. Мы приехали вечером в темное время суток, но я не стала вам снимать. Вот и так у нас здесь ресепшн. Сидят гости рядом с менеджерами. Как видите, общая территория шикарная, элегантная, изысканная. Приятно здесь прогуливаться и находиться. Нам объяснили, что в отеле есть бассейн, тренажерный зал, также есть бизнес-центр. Там можно еще также отдохнуть. Есть хамам и спа. Сейчас приехали на 15 этаж. Проходим. Боюсь, правда, что там также будет отдыхающие. Так и есть. Отдыхают детишки. Бассейн находится на крыше отеля. Вы знаете, обычно я всегда показываю вам больше именно виды отеля, то, что здесь находится, но из-за того, что снимать здесь нельзя, именно местное население, приходится вот так вот показывать себя больше. Сейчас я спустилась на этаж ниже. Это 14 этаж у нас. Здесь находится бизнес-центр. Также комната отдыха и тренажерный зал. Давайте пойдем в сторону тренажерного зала. Обязательно прикладываем карточку и заходим в тренажерный зал.
Множество тренажеров. Беговая дорожка, велотренажеры. Очень здорово, что можно заниматься и смотреть на весь город. Очень множество зданий еще строится. Такое, знаете, впечатление белого города. Здания либо белые, либо бежевые. После тренажерной отправляемся на 4-й этаж. Здесь находится спа и хамам. Посмотрим на стоимость. Вот здесь можно увидеть стоимость. Вот здесь у нас на английском языке. Но, как видите, 550 реал стоит 60 минут массажа. Также видим, что здесь есть различные виды: ароматерапии, тайский массаж. Также есть для пар массаж. Это стоит 1100 реалов за 60 минут. Очень красивая территория. Здесь играет спокойная музыка. Ощущение, словно вы попали в какой-то настоящий оазис. Внутрь проходить там уже нельзя. Но только представьте, вот вы уже видите эти красивые диванчики. Вот какой здесь приятный запах. Стоят специальные одушки. Там салон красоты. А сейчас я поднялась на 8-й этаж. Здесь находится наша комната. Каждый раз нас встречает этот шикарный пингвинчик. Пока ждете лифта, хоть он и быстро приходит, но вдруг можно присесть на это кресло королевское. У нас очень просторные апартаменты. Сразу при входе видим небольшой шкафчик. Это не для вещей, это бар, где есть водичка. Ее приносят каждый день. Также можно сделать себе кофе, чай. Здесь есть также капсулы, сливки, что, кстати, достаточно редко можно встретить. Помимо этого есть чай, сахар, кружечки. Здесь у нас спрятался холодильник, так как он встроенный. Теперь давайте пройдем в саму комнату. Здесь гостиная. Вот здесь уже как раз таки тумбочка для ваших вещей. Очень много полочек различных. Здесь большое зеркало. Смотрите, какое оно действительно большое. На пол стены, во весь рост. Также есть специальный комод для обуви. Здесь у нас обеденный стол. Можно заказать себе вкусняшки различные в номер, так как рум-сервис здесь работает круглосуточно. В гостиной большой диван, кресло. Очень красивая стильная комната с картинами. Также есть журнальный столик золотой. Ну, вы знаете, все дорого-богато. Но еще обратите внимание, у нас здесь стоит кровать. Это специальная дополнительная кровать, которую мы заказали для 3-го человека, так как Али путешествует с нами. Также у нас здесь огромный телевизор. Теперь давайте посмотрим нашу ванную комнату. Здесь у нас 2 раковины, 2 зеркала, очень много полотенец. Также есть весы, если вдруг кто-то хочет проверить свой вес. Также есть небольшое зеркало с подсветкой. Актуально для девушек, для нанесения макияжа. Также были у нас здесь шампуни, кондиционер, лосьон. Здесь уже немного наших вещей, так как мы заселились вчера вечером. В душевой комнате есть тоже шампунь, гель для душа. Удобный тропический душ, просто шикарнейший. Мы любим, когда такая, знаете, сильная струя воды. Также есть обычный душ. Здесь у нас унитаз. Также нам подготовили халатики. И еще отдельный вид кайфуш — это ванна. Причем можно наполнить ее пеной и смотреть здесь телевизор, потому что телевизор здесь встроенный. Если вы обратили внимание, то здесь в ванной комнате у нас 2 двери. Одна — это выход в гостиную, а вторая — это выход в комнату. Здесь у нас гардеробная с нашими вещами.
2 больших шкафчика. Также здесь есть сейф. Не забывайте хранить свои ценные вещи в сейфе. Также есть тапочки, множество полочек, вешалок. Сама комната также просторная у нас. Большая кровать размера king size. Также у нас есть тумбочки прикроватные, бра. Сама комната тоже очень светлая. Большое зеркало во весь рост. Огромный телевизор. Очень элегантный интерьер комнаты. Украшает особенно вот эти вот лампы золотистого цвета. Вообще заметили, что здесь много всего есть таким, как раз таки в золотом цвете. Мы пришли на завтрак в наш отель. Сегодня выходное место, поэтому в отеле нет мест и очень много гостей. Тем не менее, постараюсь вам показать. Здесь 2 вида фасоли. Также здесь есть куриные сосиски, говяжий бекон. Это сливочная каша овсяная. Это у нас мусака, блюдо из баклажанов. Здесь есть готовые яйца, есть шакшука, есть вареные яйца. Если хотите заказать дополнительные яйца, можно выбрать омлет, жареные. Также есть различные пирожки местные, запеченные помидоры с сыром, хэш-браун. Также есть кисломолочные блюда. Это 2 вида йогуртов. Можно добавить себе курагу, варенье различные, фрукты. Также из основных блюд есть овощное рагу, которое называется раджма, жареный рис, лапша с курочкой, несколько видов кексов, хлеб, круассаны, булочки. Постоянно все пополняют, несмотря на то, что гостей очень много. Сейчас я подошла к овощной станции. Здесь различные овощи, гриль, множество сыров, виноград. Также есть баба-гануш, хумус, ветчина. Здесь можно сделать себе салатик из разных видов овощей. Здесь у нас яблочки, апельсины. Есть сладкая выпечка для детишек. Множество видов хлопьев, варенье, паста, соки. Тоже несколько видов и апельсиновый, ананасовый, яблочный. Можно сделать себе кофе и чай. Здесь очень большой ресторан. Но посмотрите, все практически занято. К сожалению, не получится снять общих видов, потому что место снимать нельзя. Мы пришли на обед, и сейчас совершенно другая ситуация. Вообще практически нет гостей, потому что заказывают не все полный пансион, как мы. Поэтому теперь можно свободно подснять территорию ресторана. На обед выдают меню бизнес-ланча. Это не шведский стол. Ребята как раз выбирают себе блюдо. На обед здесь можно выбрать любое блюдо по меню. Отменный куриный супчик с вермишелью. Также можно было выбрать десерт. Я взяла себе фисташковое мороженое, Али выбрал себе шоколадное. А у меня фруктовая тарелка. Здесь мы видим дыню, видим арбуз, клубничка, ананас. Сейчас, как вы уже поняли из анонса сегодняшнего выпуска, у нас будет обзорная экскурсия по столице Катара. Это город Доха. За нами приехал уже наш водитель-гид. И первая точка, куда мы направляемся, будет местный рынок, который здесь называется Сук Вакиф. Но вначале мы немного полюбуемся верблюдами. Camels
Camels are very important for Arabs. They hold the deep value not only for Qataris and the whole world. The more beautiful, the honor gets reward. Верблюды – это очень почитаемые животные в арабских странах. По причине того, что пока здесь не нашли нефть, помогали выживать в пустыне именно они. Вот конкретно этот верблюд 30 дней может без еды и воды идти по пустыне и ни о чем не думать. Соответственно, за счет питательных веществ, которые в горбу у него находятся. Если груженый, то 2 недели. И вообще для жизни в пустыне это очень приспособленное животное. У него очень длинные ресницы, которые защищают от песка. И у него есть на глазах мембрана, которая позволяет даже в случае пустынной бури, когда ничего не видно, спокойно абсолютно видеть все, что ему нужно. Вот такой вот красавчик. У этого верблюдика очень красивые реснички и мягкий носик. Посмотрите, как много здесь верблюдиков. Им нормально находиться в такую жару. Некоторые из них прям лежат, спят, некоторые даже похрапывают. Но вот некоторым я даже понравилась, и они смотрят на меня, хотят подойти, надеюсь не клюнуть. О, вот это вот туда-сюда, даже поворачивается головой. А там вдалеке тоже они прям спят, лежат. Но помимо верблюдов мы также можем видеть здесь лошадок. Какие-то купаются, какие-то сейчас кушают. Здесь нам показывают арабских лошадей. Они отличаются от европейских пород тем, что они меньше. Они чуть-чуть меньше, если вы обратите внимание, чем европейские. Чуть-чуть отличается форма вот морды у них. У них есть вот эти вот скулы. И они, как говорит нам наш гид, более дорогие в обслуживании. Он их сравнивает с Феррари по соотношению с обычными автомобилями. Что важно? Значит, когда наездник в пустыне едет на лошади, он всегда при подъезде к водоему дает попробовать воду лошади. Если лошадь пьет эту воду, значит она очень чистая, и лошадь никогда не будет пить какую-то, дрянь какую-то. Поэтому сначала дают попить лошади, если лошадь пьет, значит можно пить и самому. Также наш гид, помимо стоимости лошадей, которая оценивается здесь как Lamborghini, может достигать нескольких миллионов долларов, рассказал нам о том, что скачки на лошадях, также на верблюдах, здесь не проводятся. Они проводятся за пределами Дохи. Это как отдельный вид искусства, отдельная достопримечательность, куда можно съездить и посмотреть на эти скачки. Сейчас прогулимся по открытой части рынка. Называется это Falcon Souk. Falcon переводится как сокол, и это национальная птица Катара. Сейчас мы зашли в один из магазинчиков на этом рынке, и мы видим здесь соколов. Можем также видеть то, что на их глаза надето специальное приспособление, называется бурка, и защищает соколов от солнца, которое они не очень любят. И вначале мы не поняли, а потом гид рассказал нам, что эти птицы расположены здесь не просто так. На самом деле их здесь продают. И одна такая птица, один такой сокол, стоит от $5000, но цены могут уйти просто в космос. И в первую очередь оценивается и осматривается эта птица, и у нее осматривают крылья, потому что фальконы, или соколы по-нашему, могут достигать скорости в 300 км в час, и это очень важный параметр, именно мощные крылья у этой птицы. И вы ни за что, друзья, не догадаетесь, где мы сейчас с вами находимся, если не прочитаете эту надпись. Мы находимся в госпитале для лечения соколов. То есть есть отдельные больницы, где лечат этих птиц. Вот здесь как раз перечень услуг, те болезни, которые лечат в этом госпитале.
гуляем по улочкам рынка, который открывается во второй половине дня, когда чуть-чуть прохладнее погода. И вот нам показывают вот эту вот часть дерева, они ее называют уд. Это часть агарового дерева, которая наполняется маслами, если дерево начинает болеть, если оно инфицировано, оно выделяет такое масло по консистенции напоминающее машинное. И получается вот такой вот замечательный цвет, когда гость приходит в дом, используя вот эту вот штуку, вот эту вот чашу, туда добавляют вот это вот, значит, уд и поджигают. И вот этот замечательный аромат, он приветствует тебя как гостя. Но если гости засиделись, то ближе к вечеру его выносят второй раз, чтобы намекнуть тебе, что, ну, честь пора знать, домой пора. К слову, это безделица не дешевая. Вот этот маленький кусочек, обратите внимание, $80. А если про большой говорить, то может достигнуть 350. На этом рынке можно увидеть и более знакомые нам товары, такие как ковры, различные ткани, сумки. Вот один из магазинчиков, предлагаю вам заглянуть. Также, гуляя по улочкам этого рынка, можно наблюдать местный кальян, как курят господа. И кафе, в котором происходит, называется сложным местным названием – Рас Абу Абуд кафе. How often you try? He said today is warmer than yesterday. More warm, inshallah. Warmer. Вот здесь на фото сук Вакиф образца 70-х годов. Видите, как все старомодно. В 2002 году произошло несчастье, практически полностью был дотла сожжен рынок ввиду несчастного случая. И было тогда предложение, а может быть тогда все снесем и сделаем современный торговый центр. Но тогдашний король сказал: нет, ни в коем случае, мы сделаем так, как было, чтобы сохранить наши традиции. И все это было реконструировано таким образом, каким оно и было до этого. Также на этой фотографии можем видеть, как снизу располагались торговые ряды, а сверху продавцы, которые работали и продавали свои товары на этом рынке, они здесь жили. Сейчас, конечно, никто не живет на этом рынке, но он по-прежнему пользуется большой популярностью. Также, гуляя по рынку, мы забрели на палатку с местным кофе, который называется гахва. Это местный арабский кофе. Сейчас мы его продегустируем. Этот кофе стоит 2 реала за такую маленькую кружечку. Но он настолько насыщенный, что хватает вот даже вот такой вот рюмочки. Это кахва, традиционный, значит, кофе, который пьют здесь в Катаре. Вообще по цвету не напоминает наш кофе. Он желтого такого цвета куркумы. Вот, в нем огромное количество специй и поменьше никотина. Да, на самом деле вкус необычный. Можно даже подумать, что это не кофе, а чай, скажем, да? Такой насыщенный. Очень много специй. Яркий, насыщенный вкус. Да, это правда. На самом деле очень приятно прогуливаться по улочкам этого рынка. Людей не так много. Он работает с 9 утра до 12, потом закрывается на 3 часа в самое пекло, и в 3 часа открывается вновь, и работает уже то ли до 8, то ли до 10 часов вечера. Помимо товара, как вы видите, здесь очень много кафе и ресторанов, также кальянные. Также на улочках мы видим инсталляцию большого пальца золотого. Ее создал французский художник, и она посвящена победе в Кубке мира азиатском сборной Катара в 2019 году. Ну а в целом инсталляция, безусловно, посвящена развитию инфраструктуры перед чемпионатом мира 2022 года по футболу, который также прошел в Катаре. Кстати, эта скульптура вовсе не из золота, а из бронзы. И символизирует как только вперед, и Катар самый лучший. Сейчас мы приехали в очень красивое место. Оно называется культурная деревня Катара. А по дороге могли наблюдать другие достопримечательности Дохи, такие как, например, набережная, которая называется Корниш. Ее протяженность 7,5 километров.
Очень красивое место. Также мы видели из окна автомобиля район Вест-Бэй с огромными небоскребами, самыми красивыми, дорогими зданиями. Также мы проезжали Белый мост, похожий на сети. Как рассказал наш гид, он символизирует промысел, которым занимались раньше в Катаре. Это как раз рыболовецкий промысел. Ну, еще заезжали в красивый отель, который мы посмотрели. Ну и, в принципе, полюбовались Дохой из автомобиля. Комплекс, в котором мы сейчас находимся, считается как этнографический, развлекательный, коммерческий центр в Дохе. Он был открыт в октябре 2010 года. На территории культурной деревни расположены такие достопримечательности, как амфитеатр, голубая и золотая мечети, оперно-драматический театр, а также торговый центр и пляж Катара. Сейчас здание амфитеатра закрыто, поэтому не удастся попасть внутрь, потому что готовится к какому-то мероприятию. Также стоит сказать, что наш сити-тур начался сегодня в 2:30 и продолжится до самого вечера. Также есть вариант утреннего сити-тура, но договорились с гидом, чтобы пропустить жару, отправиться именно во второй половине дня. Мы передвигаемся вот на таком огромном комфортном ленд-крузере, поэтому смотрим все достопримечательности с комфортом, плюс наш водитель-гид также всегда с нами и рассказывает нам во всех самых интересных местах столицы Катара. Уже практически на закате мы вновь вернулись на набережную Корниш, чтобы совершить небольшой сплав на традиционных деревянных лодках, который называется доу. Наша прогулка на закате по Персидскому заливу длилась около 30 минут. Шикарные виды, как небоскребы, так и небольшие островки, которые мы здесь видели. Также наш гид рассказал, что вода в Персидском заливе здесь очень чистая, потому что штраф, если вы будете мусорить здесь, составляет 20 тысяч реал. Уже после заката солнца мы приехали на искусственный остров, который называется Pearl Island, то есть жемчужина Катара. Ну и в целом открывается вид на одно из таких знаковых зданий Дохи, столицы Катара, которая вот сзади, это башня Катара. Многие называют ее башней Луны, потому что она выполнена в форме полумесяца. Вот, в целом никого не оставляет равнодушным. Кому-то нравится, кому-то нет, но в целом экскурсия – это просто восторг. Я обязательно рекомендую вам при посещении Дохи выбирать вот этот вот сити-тур, потому что за несколько часов у вас возникает полное понимание того, как Катар жил раньше, как он живет сейчас, какие приоритеты, как в целом здесь обстоит жизнь. Поэтому я вам очень рекомендую. Наша сегодняшняя экскурсия была организована компанией Doha Transit and Tours, а в частности нашим гидом Саидом. Said, thank you so much for this day. It's a really interesting experience for us. And I'm glad that you enjoyed the tour. If you have any questions or you viewers got any questions, I will be more than happy if they drop questions in the comment. I will be more than happy to answer their questions. And I'm glad also you both have enjoyed the tour. Did you?
Yes, really? Yeah, that's of great. course. I'm glad that you enjoy the tour. Thank you so Yeah, much. Thank you so much. Thank you. Друзья, поэтому пишем вопросы, если у вас остались по Дохе, по Катару. На все ответим либо мы, либо Саид. Будем очень рады вас видеть. На этом все. Всем пока.